Так, всем привет! Сейчас я начну с того, что я потуплю немножко в экран, потому что я не проводил стримы около года, и я должен проверить, что все окей. Всем привет, и особенно всем привет, кто написал привет в чат Ютуба. Так, что еще нужно? Да ничего. Вроде бы я проверил, что все видно, и значит, что можно начинать. Короче, в чем отличие этого стрима от всех остальных, которые я проводил до этого? Раньше я просто брал красивые фотки и такой, ну вот я буду показывать фотки, и я буду рассказывать просто в каком порядке я что делал в каком-то городе или месте конкретном. И в этот раз я понял, что если я сейчас буду фотки показывать все, то у меня уйдет часов 6,5, и я уже это проходил с китайским стримом. Поэтому я решил, что сегодня будет по-другому. Я решил, что просто красивые фотки у меня и так в инсте, я их достаточно регулярно пощу, и чтобы просто посмотреть фотки, я оставил ссылку в комментариях прямо туда. А этот стрим будет основан на историях. Я решил, что я выберу только те фотки, или почти только те фотки, в которых мне есть что рассказать, кроме, я там был и там красиво или нет. Поэтому вот я такой критерий придумал, и я выбрал все фотки, про которые можно что-нибудь рассказать. И мы начнем с самого начала, с того, как я приехал в Амстердам. Но я начну не с этого. Так, где эта фотка? Короче, я начну с того, что перед тем, как попасть в Амстердам, это просто очень смешная история, поэтому я ее решил рассказать. Перед тем, как попасть в Амстердам, мы летели через Стамбул, и так как у нас было очень много багажа, то я решил первый раз в жизни воспользоваться услугой трансфера из аэропорта, потому что там реально по 2 чемодана в Ростове было ужасно сложно тащить их с вокзала по ступенькам вниз на пути, и я решил, что, единственный раз, когда я не поеду общественным транспортом в новом месте. И я заказал VIP-трансфер, он называется VIP-трансфер, это просто единственный, который был доступен, но я согласен на то, чтобы он был VIP. И, короче, когда мы поехали, а там прилетели, его нужно было долго ждать, там что-то сначала не получалось понять, действительно ли я в списке, потом что-то долго ждать водителя, потом долго все. И, короче, я сел, и я увидел, что там стоит прямо в этой машине бутылка воды. И я, короче, сейчас, где она? А где она? Блин, простите. Короче, вот такая бутылка. И я из нее отпил, и через 3 секунды у меня начало жестко жечь рот. А я такой, лимонная вода, отлично. У меня начало жестко жечь рот. И я понимаю, что это не вода, а алкоголь. И у меня прям начинает сильно щипать, я просто выплевываю воду куда-то в пепельницу, и начинаю пить другую воду, которую я взял с собой, и пытаться мыть свое лицо салфетками. И уже потом я посмотрел еще раз на эту бутылку и увидел, что здесь написано 80 градусов. И я погуглил, что это, и оказалось, что это одеколон. И я выпил одеколона глоток, потому что они решили задизайнить эту бутылку так, что она похожа на воду, и меня никто не предупредил. У нее еще такое странное такое горлышко, такое тоненькое, как будто в спортивных бутылках. Я такой, интересное горлышко. А оказалось вот как. Короче, не относится к Амстердаму, но тоже забавно. Так, сейчас я открою фотки заново. Короче. Поехали в Амстердам. И
много, ну, не очень много, но какое-то количество пейзажей из самолета, и этот определенно достаточно уникальный, потому что у тебя действительно как бы все находится ниже уровня воды. И в целом это выглядит достаточно необычно и красиво. И первые 2 ночи... Короче, в чем проблема? Чтобы в Амстердаме снять квартиру, нужно находиться в Амстердаме, нужно уже получить ВНЖ, получить там все банковские счета и все такое. Поэтому нужно найти жилье на первое время. И обычно ты думаешь про Booking или Airbnb, и я пошел на Airbnb и начал искать места на месяц. И оказалось 2 вещи. Во-первых, никто не подтверждает запросы на бронирование. То есть я отправляю запрос на месяц, и через сутки мне приходит, типа, владелец не подтвердил запрос. Да, меня плохо слышно. Я подумал, что так может быть, поэтому сейчас я у себя сделаю потише. Спасибо. Пишите, кстати, вопросы, если есть. Во-первых, очень дорого, во-вторых, никто не подтверждает запросы. Оказалось, что это связано с тем, что в Амстердаме для регулировки рынка краткосрочной недвижимости сделали правило, что тебе нельзя сдавать свое жилье через сервисы краткосрочной аренды больше, чем на 30 дней в год. То есть, получается, на 30 дней может заапрувить запрос только тот лендлорд, который еще ни дня в этом году не сдал, а остальные не могут. И, короче, я думаю, что делать? Сначала я нашел на Букинге ужасно дорогое, не буду говорить, насколько дорогое жилье в Харлеме. Это город, который здесь недалеко, типа 20 минут на чем угодно. И когда я его забронировал, я такой, окей, хоть это и ужасно дорого, но хотя бы это как наличие жилья против его отсутствия. А потом я забронировал еще одно жилье на Airbnb, еще одну попытку совершил, и мне хозяйка пишет, типа, го, созвонимся. И мы сделали такую теневую схему в обход Airbnb, что я ей отправляю телефон через FaceTime, я ей отправляю телефон через Airbnb, мы созваниваемся в FaceTime и обсуждаем. И причем телефон не отправляется через Airbnb, то есть там начинаются приколы с вставкой пробелов в URL, чтобы его пропустило. И мы созваниваемся в FaceTime. И она такая, ну типа, го просто сделаем как нормальные люди. Просто составим договор, просто подпишем его с 2 сторон, типа вне Airbnb, вот такие-то условия. И, ну, все выглядело достаточно, как бы, я могу, кажется, распознать, где скам, а где нет, ну, в какой-то степени. И было понятно, что это не скам, и так мы нашли квартиру. Так что всегда приятно обходить бюрократию. Но первые 2 ночи мы прожили в отеле The Social Hub, потому что квартира была доступна на 2 дня позже. Так. И на следующий день после прилета я взял себе велосипед в SwapFit. Это прикольный сервис, который позволяет арендовать велосипед на долгосрок, потому что аренда велосипедов, как ни удивительно, я помню, что в Китае краткосрочная аренда велосипедов из-за распространенности велосипедов стоила нисколько. Ну, типа, не знаю сколько вот если его забирать, но так она стоила 30 рублей в час без абонемента, с абонементом дешевле. И я думал, что здесь будет тоже дешево. Оказалось, что здесь аренда велосипедов стоит туристическая 15 евро в день, а SwapFit стоит 20 евро в месяц. И он требует только то, чтобы ты зарегистрировался и заранее назначил appointment, и чтобы ты жил в Нидерландах. Короче, его забрал. Вот такой велик с передачами. После этого я менял его 3 раза по разным причинам. Ну, как бы они не очень долгосрочные, они делают их, чтобы их было легко чинить, но они, кажется, делают их такими, что они не супер вечные, не супер durable.
Ой, простите. Ну, короче. И я сначала поменял его, потому что что-то с передним тормозом случилось. Потом был классный велик, на котором я прокатался 2 месяца. Потом у него лопнуло крыло, и мне поменяли его на еще один. И мне он не понравился, там что-то было тоже странное. Я поменял его еще раз. И после этого я уже купил себе новый свой велик, который я покажу попозже. Вот автомат для сдачи бутылок. Здесь, как и в Германии, действует залоговая система. Когда ты покупаешь бутылку любую, то у тебя начисляется сколько-то центов залога. Потом ты приходишь. Ну, это я пришел в первый раз, поэтому я пришел с одной бутылкой, чтобы потестить эту систему. А обычно ты просто приезжаешь с пакетом огромным этих бутылок и начинаешь их засовывать в эту машину, пока она не съест все бутылки. И потом ты можешь либо задонатить эти деньги, что я, конечно же, не делаю, либо получить купон, который ты можешь использовать в этом магазине. Но есть машины, которые возвращают кэш. Но вот здесь нет. Вот, это в отеле такая очень манипулятивная механика. Рядом в душевой шланг встроен счетчик портативный литража, и там стоит медведь на льдине. И когда ты расходуешь много воды, эта льдина под медведем начинает таять, и медведь типа в конце упадет. Наверное. Я, если честно, никогда до конца медведя не топил, но я видел, что льдина под ним истощается. Вот такой вот способ экономить на воде. Так, это про видео, блин. Значит, оно напрямую может быть. Ладно, я посмотрю, что можно сделать с видео. Интересно, что я думал, что оно идет через микрофон, а может быть, оно не идет. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, я замьючу. Короче, вот такой набор вещей. То есть это такое количество вещей, там еще за кадром, что у вас у каждого в руках, ну, все, это максимальная вместимость рук и плечей достигается этим набором вещей. А вот квартира. Интересно, вот напишите, будет ли слышны звуки из квартиры, потому что я вроде замьютил. Вот так я точно замьютил. Короче, это квартира, мы заселились в квартиру, которую нашли, по нормальному серому способу. Она прикольная, она в западном районе. Тут есть выход на внутренний дворик, есть спальня, есть ванна, есть большая комната со всякими приколами. И, в общем, хорошая квартира. И на самом деле, за цену, которую мы заплатили, ну, учитывая то, что это краткосрочная аренда, это очень даже неплохой оказался вариант. И там мы прожили 2 месяца. Потому что после первого месяца стало понятно, что нет сейчас сил срочно искать квартиру на 2-й месяц. Вот такое. Это я пришел первый день в офис. Это был первый понедельник, я прилетел в субботу, и это был первый понедельник. Я приехал первый раз в наш офис. И я что-то там сижу, что-то настраиваюсь, и внезапно у меня приходит уведомление, у меня начинает пищать телефон, включается сигнализация здания, включается сирена снаружи, и все это одновременно просто тебя начинает изо всех каналов, сирена, тревога, короче, произошел всплеск адреналина, пока через 20 секунд мне не сказали, что каждый понедельник в 12:00 по амстердамскому, западному времени, по местному времени происходит каждый месяц первый понедельник тревога учебная, и, значит, не нужно бояться.
А вообще ощущается прикольно. Я еще несколько раз попадал, просто когда ехал на велике по улице, ты едешь, и у тебя там воет. Но первый раз было стрёмно. Вот. Что рассказать? Про мусорки можно рассказать. Короче, вообще есть ощущение, что здесь у людей дефицит места ощущается острее, чем дефицит финансов, и поэтому очень сильно развит рынок вторичной перепродажи. И, наверное, главное отличие от других рынков, которые я видел, это то, что здесь очень много чего отдают или продают задешево в хорошем состоянии, просто потому что от него нужно избавиться. То есть я подозреваю, что здесь у людей нет дачи, куда можно все свести, ну, такое, что жалко, что называется, жалко выбрасывать. Наверное, здесь нет такого понятия, как жалко выбрасывать, и здесь очень много вещей хороших выставляют просто рядом с мусорными баками. Очень много вещей продают на вторичном рынке задешево. То есть, в принципе, наша квартира, она обставлена с мусорки или за 0 евро примерно на 80%. Ну, типа, что можно продезинфицировать и поставить, и оно будет отличным, то, ну, типа, отлично подходит. И это прикольно. То есть у тебя иногда включается прям такой мусорка-хантинг. Ты такой едешь, такой, о, вот этот стул выглядит прекрасно, и ты его забираешь. Я покажу потом примеры. А это Броджья Харинг. Это один из, значит, легендарных экземпляров голландской кухни. У тебя есть такой хлеб, он мягче, чем он выглядит, то есть он прям такая очень мягкая булка, и у тебя внутри засоленная селедка, соленые огурцы и лук. И это достаточно вкусно. Я попробовал, наверное, в 6 разных местах, 6 разных Броджи Харингов, и мне понравилось. Ну, как вы понимаете, кухня здесь не супер изысканная. Это я попал на прикольную барахолку, которая находится в здании, ну, просто клуба, не супер техно, не супер андеграунд, а он, в свою очередь, находится в бывшем здании церкви. И там прикольная атмосфера. А это самая дорогая голландская вафля, которую я съел в жизни. Это, короче, типа пафосное туристическое место. Я решил, что один раз можно. И эта вафля за 7,5 евро останется навсегда со мной. Но потом я покупал другие штруфвафли подешевле. Они тоже были хорошими. Ага, это у меня закончилась папочка вот эта. Поэтому мы открываем вот это. Так, мы переходим к процессу всяких штук, связанных с легализацией и проживанием здесь. Прикольная вещь, которая отличает Нидерланды от других стран, что очень много вещей решается по почте бумажной, и это ощущается нормально. Я думал, что меня это будет бесить, но на самом деле нет. Ну, я бы сказал так, что любые начальные коммуникации часто по почте. То есть ты где-то регистрируешься, тебе приходит письмо, ты активируешь цифровой сервис, и потом тебе уже пишут куда-то в цифровом виде. И прикольно, что когда ты открываешь счет в банке, то это выглядит так. Я думал, что сейчас нужно будет проходить, значит, Know Your Customer, заполнять анкеты, чтобы мне там прикладывать свои сканы ВНЖ и других всяких номеров, чтобы мне одобрили счет, чтобы мне начали выпускать карту, и все вот это, как обычно происходит. Оказалось, что это работает так, что ты заполняешь анкету на сайте, просто вводишь свой адрес, и тебе на этот адрес сразу высылают 3 письма с карточкой, пин-кодом карточки и чем-то еще, каким-то дополнительным письмом, и все. А потом уже ты открываешь эти письма, берешь свою именную пластиковую карточку, и у тебя еще есть 4 месяца
на то, чтобы дослать им всякие необходимые документы. А этот документ только один, это регистрационный номер. Это прикольная механика, потому что, по сути, ты заполняешь анкету, тебе приезжает карточка через 3 дня, и все, а потом уже всякие побочные дела. И вот я получил ВНЖ перед днем рождения. Было приятно. Что интересного про государственные сервисы? Они здесь очень хорошие. И, наверное, больше всего мне понравилось, что глобально система... мне нравится, какие ценности выражает... Короче, я не могу это сказать. Мне нравится, что отношение государства ко мне примерно такое, как я хотел бы его видеть. Потому что мне кажется, что есть государства, которые относятся к гражданам больше как к детям. Есть граждане, которые относятся к гражданам наоборот слишком строго. И есть какая-то промежуточная стадия, когда тебе объясняют, что какая у тебя ответственность, и ты берешь на себя эту ответственность. И это, наверное, что-то на уровне ощущений, но я чувствую это много где, и это прикольно. Но одна из прикольных штук, которые мне понравились, это отношение к опозданиям, потому что я не знал, на самом деле, как здесь относятся к опозданиям. Я боялся, например, что здесь слишком строго, и ты, например, придешь на 5 минут позже, и все, тебя не примут, например, в госсервисе. Или что здесь всем, наоборот, плевать, и ты можешь прийти там через час после записи, и тебя примут. И в целом отношение к опозданиям, мне кажется, здесь похоже на то, какой я считаю приемлемым. То есть я опаздывал в IND каждый раз на чуть-чуть, там на 5 и на 10 минут, и они говорили, типа, мы вас примем, но вообще-то не очень хорошо, вы в следующий раз, если будете опаздывать, вы позвоните и предупредите. Я такой, я бы так и сделал, если бы знал, так что прикольно, что, ощущается просто, что это адекватный подход. Окей, сейчас я чуть-чуть почитаю комменты. Так, на поезде в Харлем. Да, можно на поезде с Централа 20 минут, но от моего дома автобус. Я в Весте, и автобус идет до Харлема тоже, там, 25 минут. Так. Я ушел из студии, чтобы уехать в Амстердам. Нет, я ушел из студии задолго до того, как я уехал в Амстердам. Да, я как skilled migrant. Это был неприятный кусочек коммуникации. Точнее, не то чтобы неприятный, он просто немножко бесячий, потому что после того, как у меня активировалась карточка, я заметил, что у меня в приложении нельзя ее добавить в Apple Pay. И у меня какой-то экран, где нельзя ничего нажать, где мне говорят, что добавьте эту карту, и не дают добавить эту карту. И я сначала ждал, я сначала позвонил им сразу, когда это произошло. Я такой, что делать? Они такие, подождите еще. Потом я позвонил еще раз, они зафиксировали мой запрос и типа создали тикет. Ничего не произошло потом. А через 2 месяца я позвонил еще раз. И вот тогда они сказали, сейчас все сделаем, и они через 5 минут все сделали. Короче, не знаю, может быть, неудачный попался суппорт, но вроде бы говорят, что в этом банке не всегда хороший суппорт. А это, к слову про second hand, это на местном Авито для одежды. Что-то я не раскрыл на весь экран. На местном Авито для одежды Маша нашла куртку Uber Eats за 5 евро у какого-то вьетнамца, и я такой, мне надо, и у меня должна быть куртка Uber Eats.
И теперь у меня есть куртка Uber Eats, и оказалось, что она очень даже практичная, потому что она теплая. Потому что, видимо, она нужна для того, чтобы ты под дождем зимой в ней разносил еду, но она сама по себе очень, ну, классная. Она мне немножко маловато, но она все равно мне очень нравится. И тем более за 5 евро. Я не знаю, легально ли это. Возможно, этот вьетнамец должен был вернуть эту куртку назад в Uber Eats, но будем считать, что он работал в Uber Eats во Вьетнаме, и ему разрешили ее забрать себе. Вот. И, значит, я показываю, что IT все. Ухожу в Uber Eats. Это я поехал на рынок. Интересно, что здесь рынки похожи чем-то на рынки в Азии, тем, что обычно у нас рынок это занимает площадь. Ну, типа у тебя есть какой-то квартал, 2 квартала, и улица, и между ними находится рынок, такой квадрат, как в Ростове или как в Тбилиси. А в Азии и здесь тоже рынки обычно вытянутые. То есть у тебя есть одна улица, и у тебя слева и справа, ну, рынок. И ты, по сути, проходишь этот рынок насквозь, а потом возвращаешься назад и там покупаешь что-то, что тебе приглянулось. Ну, рынок прикольный. Здесь, несмотря на то, что это самый известный и самый туристический рынок, на нем все еще не супер дорого. И дешевле и лучше, чем в супермаркетах. И там есть палатки с готовой едой, которые, опять же, как будто должны быть дороже, потому что туристы там ходят. Но на самом деле там не дороже. Интересно. Вот такое. Ну вот, там всегда полно всяких морепродуктов и рыбы. И копченая скумбрия. Я до сих пор не купил, очень хочу. Это летом была еще черешня. Ну вот, например, история про то, как мы вышли на улицу, и там стоит кресло роскошное на мусорке. И, конечно же, мы подняли его наверх, и оно еще воняло, и его мы засыпали содой, и потом оно стояло с содой еще 2 месяца, и потом стало понятно, что это кресло должно вернуться обратно на мусорку. А с вот этим столом история поинтереснее, потому что он очень классный, у него такие деревянные ножки, и у него такой верх, столешница белая, и вообще очень красивый стол, и мы его перевезли, я купил саморезы, собрал его, и я покажу, что этот стол стоит. Так, сейчас я посмотрю в заметке. Угу. Что еще интересное перед тем, как я перейду дальше рассказать? Я слышал много про неприветливость голландцев, и мне кажется, что это неправда, потому что все мои взаимодействия здесь были очень приятными. И люди вообще достаточно счастливо, кажется, себя ощущают. У них не накапливается негативных эмоций, которые они бы могли реализовывать через какие-то бытовые проявления. И в целом, кажется, что люди здесь могут инициировать диалог или, пошутить или что-нибудь еще. Приятно взаимодействовать с тобой. Ко мне обращаются на голландском в 80% случаев, и мне кажется, что в Европе меня много где принимают за своего, хотя не знаю почему. И интересно, что обычно есть волшебное слово sorry, которое означает, что я тупой иностранец, и, к сожалению, я не говорю на вашем языке, поэтому можно на английском. Проблема в том, что в голландском sorry — это sorry, и поэтому, когда ты говоришь sorry, ты не говоришь однозначно, что ты не знаешь голландского, и иногда они продолжают, и ты, стоишь уже как дебил и думаешь, на какой раз надо сказать, sorry, I don't speak Dutch.
но в большинстве случаев не приходится. Вот еще один шедевр кухни голландской, картошка фри. И здесь она с каким-то соусом. Майонез, лук. Это special соус. Здесь special называется, если оно посыпано луком сверху. Ну, в принципе, достаточно вкусно. Может быть, это связано с тем, что я, в принципе, люблю любую еду, но мне понравилось. Еще, кстати, здесь работает Too Good To Go. Это приложка, которая позволяет тебе забирать всякие продукты и приготовленные блюда, которые не были реализованы и которые иначе пойдут на выброс. Прикольно, не всегда попадается что-то хорошее, но пару раз было очень хорошо. Как-то там я забрал целую коробку баба-гануша и всяких лепешек за 5 евро из какого-то Middle Eastern места или там 2 крошки картошки с наполнениями, что-то такое. Так что это прикольная механика, потому что ты никогда не знаешь, что тебе попадется, и из-за этого наблюдается эффект какого-то сюрприза, как бы черной коробки. Так, что это? Начался 2-й месяц, июль, и если 1-й месяц был про документы, про регистрацию, получение ВНЖ, сдание биометрии, открытие счетов в банке, симки и все такое, то 2-й месяц был про квартиру, потому что мы решили продлить 1-ю квартиру еще на месяц, и нужно за месяц найти квартиру. Вообще здесь считается это челленджем, потому что рынок жилья находится в кризисе, особенно арендного жилья, и из-за этого есть и очень большой спрос, потому что это большой город, в который съезжаются со всего мира, и здесь достаточно сложно найти квартиру. Это выражается в том, что обычно не ты выбираешь квартиру, а арендодатель выбирает тебя. То есть это работает так, что ты мониторишь сайты для съема квартиры, ты начинаешь откликаться на те, которые тебе понравились, ты приходишь на просмотры, и если тебе понравилась квартира, ты отправляешь оффер арендодателю. И потом арендодатель выбирает тебя или не выбирает из выбора кандидатов, которые захотели снять квартиру. Это плохая сторона медали. Это челленджевая сторона медали. Хорошая сторона медали заключается в том, что квартиры здесь выглядят просто прекрасно. Просто если зайти на сайт funda.nl и начать смотреть, какие здесь квартиры, то такой, господи, каждая из них, она очень красивая, потому что, видимо, исторически здесь у людей есть чувство вкуса, и ты просто смотришь, в каждой из этих квартир можно снимать фильм, и после этого ты заходишь на Циан в Ростове-на-Дону, я помню, как я искал квартиру в Ростове-на-Дону, я искал ее 4 месяца, потому что мне хотелось жить в чем-то хотя бы немножко красивом. Короче, предложений достаточно много, но тебя должны выбрать. И вот этот месяц был просмотр квартиры. Я думаю, что я посмотрел, с десяток. И вот, например, одна из них. Обычно ты приходишь, ты просто начинаешь ходить, наверное, как в любом просмотре, и уходишь. Все. Вот это не та квартира, которую удалось снять. Вот. Я думаю, что я прошел этот челлендж на лайт-моде глобально, потому что вот эта квартира, которую получилось снять, она очень хорошая, и это был первый оффер, который мы отправили, и этот же оффер сразу согласился арендодатель. Я думаю, что для этого много разных причин, потому что они смотрят там на официальную трудоустроенность, на то, кто снимает, там, на зарплату, на что-то еще, кто первым откликнулся. Наверное, да, когда расскажу про переезд, кто откликнулся, потом еще долго-долго проверяли
ну, что я не наврал, то есть попросили там выписки из зарплат последних, пейслипы. Еще писали мне сказали, типа, а у вас есть контакт вашего HR? А у нас стартап, значит, в Амстердаме работает 10 человек. Я говорю, ну вот есть контакт SEO. Они написали нашему американскому SEO, он ответил им, типа, да-да-да, он здесь работает, все по правде. И он написал просто внизу, ну, типа, подпись, типа, свое имя. И они такие, нет, подпись, разве ж это подпись? Подпись — это вот когда серьезно, когда есть название компании, когда есть tax-number, когда вот там, значит, печать стоит и, значит, флажочек с Гринписом или чем-то еще, с телефонами. Короче, нашему SEO пришлось сделать серьезную европейскую подпись для того, чтобы меня, значит, проверили на трудоустроенность. Было забавно. А вот, собственно, квартира, в которой я теперь живу. И она очень прикольная. Она, во-первых, большая. Она, типа, 100-110 квадратных метров. У нее потрясающий вид из окна. Я думаю, что вот в этой комнате я сейчас нахожусь. Она с видом на озеро, Слоттер-Плас. И она на 9 этаже. Она в относительно новом здании с лифтом. И, ну, она классная. Здесь, опять же, достаточно красиво. Ну, интерьер он простой, там обычно ничего нет. У тебя квартира создается без мебели. Но в целом у тебя очень классные вводные данные для квартиры. Нормальная цена. И... что еще? Внизу в кладовке прилагается к ней маленький storage, типа кладовка. Внизу в подвальном этаже прилагается кладовка, где можно там хранить велосипед или что-нибудь еще. И... ну и она большая, и там много комнат, и там много пространства для хранения. И я потом покажу фотки из этой квартиры, когда мы уж туда въехали, и там красиво. Это еще какая-то квартира, она с прикольным видом, но обычно это трейд-офф. Короче, единственное, что пришлось отпустить при съеме вот этой квартиры, и что я очень рад, что это получилось отпустить, это как бы мечту или образ в голове о проживании в классической голландской квартире в кирпичном здании, чтобы было старое здание, и ну, типа такая квартира старая, амстердамская, потому что таких много, и ну, это выглядит вайбово. И я рад, что получилось отпустить эту идею, потому что, во-первых, я прожил в такой квартире первые 2 месяца, и у этого есть достаточно много недостатков. Это низкая теплоэффективность, низкая шумоизоляция, у тебя лестницы узкие, голландские, по которым поднимать что-то или спускать что-то, это просто мучение. У тебя часто есть внутренний двор, где у людей с 1-го этажа есть их приватный кусочек земли, и они там могут шуметь. И поэтому в целом жить на 9 этаже в хорошо звукоизолированной квартире с лифтом, в тихом районе с видом на озеро, это оказался очень хороший вариант. Так что я рад. Тут уже темнеть начинает. Я свет как мог настроил. Ну вот еще одна квартира, тоже прикольная. Она 2-этажная. И вот там где-то в серединке, мне кажется, что я показываю, какая там лестница между 2 этажами одной и той же квартиры, и я подозреваю, что это, конечно, можно было бы с ума сойти каждый день туда забираться. Можно еще, в принципе, упасть, и тоже неприятно. Что еще? Про погоду. Здесь, ну, достаточно много дождя. Но к этому я был готов. Но что интересно, здесь погода меняется очень часто. Я бы сказал так, что текущее состояние погоды у тебя практически никогда не отражает погоду, которая будет через 30 минут.
То есть, не знаю, я привык, что в Ростове, если у тебя дождливый день, значит, у тебя будет капать весь день дождь. Если у тебя солнечный день, у тебя будет солнце. Ну, то есть, погода — это характеристика дня. Здесь погода — это характеристика конкретного часового интервала. У тебя может быть просто ливень, просто шквал. У тебя ветер поднимает просто клубы воды, у тебя просто ветер так, что тебя сдувает на велосипеде, у тебя дождь просто, ну, типа, сильнейший ливень или гроза, и у тебя может произойти такое, что через полчаса у тебя заканчивается, выходит солнце, у тебя вода вся стекает, и у тебя улицы сохнут, типа, за 2 часа, и ты выходишь, и вообще как будто ничего не было. И это прикольное свойство. И я где-то читал, что несмотря на то, что здесь очень много дней в году дождь, здесь не очень много часов в году дождь, потому что может, ну, типа, дождь быть может там час в день. Вот. Это я купил себе с рук секонд-хенда, ну, типа, с местного Авито, классные зеленые горнолыжные штаны. Тоже прикол. Ну вот, вид из текущей квартиры. Очень прикольный. Я забыл показать, что вот это было. Это было, что я поехал на велосипеде в далекое место, и в этот момент начался очень сильный дождь. Ну, наверное, самый сильный с момента моего прибытия. Это было где-то в июле. И это, во-первых, весело. Я спрятался под мостом, чтобы переждать дождь. Еще до этого я подъехал в какой-то двор, начался сильный дождь, и меня пригласили постоять под тентом. Типа, говорят, типа, ну, типа, иди сюда, не мог не. Ну, и я отказался. Ну, я просто решил поехать дальше, потому что тогда я подумал, что мне быстрее доехать, чем там стоять. Вот, короче, вот такой вид. Сейчас посмотрю, что там есть. Да, наверное... Короче, в этот момент заканчивается абстрактная часть. Мне кажется, что я сейчас говорил какой-то момент про всякие абстрактные, интересные наблюдения. Сейчас начинается период историй конкретных про всякие вещи. Значит, первая история про переезд. Переезд осуществлялся в один день. Значит, то есть в день, когда заканчивается прошлая квартира, начинается следующая, и между этими событиями 2 часа. Проблема в том, что с момента въезда мы натаскали с мусора такое количество вещей. Ну, типа, мы старались себя ограничивать, но по факту ты постоянно думаешь про то, что тебе въезжать в полностью необорудованную мебелью квартиру, и поэтому ты такой, ну вот тебе нужен же будет там стул, чтобы сидеть в первый день, или тебе нужен будет матрас надувной, чтобы на нем спать первое время, или ты просто там идешь, ты не можешь пройти мимо вот этого, потому что оно очень классное, и тебе хочется иметь его дома. Короче, оказалось, что к моменту переезда накопилось такое количество вещей, что их никак не утащишь, и я начал ресерчить варианты. Короче, проблема в том, что здесь нет чего-то типа Яндекс.Доставки, когда ты можешь заказать себе вэн с водителем. Здесь есть много других опций, и они такие. Ты можешь заказать себе сразу полностью мувинг компанию, которая вот возьмет тебя, грузчики будут перетаскивать твои вещи, загрузят все в свой грузовик, притащат на новое место, разгрузят все. Но он на таком масштабе, это все-таки не такой масштаб. Это все-таки очень дорого, то есть там 250 евро они могут, наверное, взять за такой переезд. И это все-таки не такой масштаб, потому что все еще не нужно перевозить пианино, есть просто достаточно большое количество вещей. Есть вариант с Uber XL большим, но это не грузовой автомобиль. Это автомобиль, в котором много сидений, и если перевозить на нем что-то побольше, то это нужно как-то договариваться с водителем, просить его, и сейчас я понимаю, что это не поместилось бы. Третий вариант, он самый прикольный, это ты берешь просто на прокат минивэн
и сам перевозишь все свои вещи. Но у меня не было, во-первых, уверенности, что я могу здесь водить еще, и местных прав у меня не было, поэтому я попросил своего коллегу, который здесь с правами, помочь мне перевести вещи. Короче, план был такой, потому что, ну, это все еще был рабочий день, там, четверг, что сначала был план, что он приедет на каршеринге, и мы пробуем толкать все просто в небольшую машину. И он приехал на каршеринге, и оказалось, что нифига, ну, туда частично помещается. Потом он уехал к себе, на следующий день он взял полноценный минивэн, приехал утром, и мы загрузили туда все вещи. И я потом покажу, что этих вещей было достаточно много. Так, это вот квартира в день отъезда. Вот такое количество вещей. Ну, типа, ты уже не утащишь это руками, но еще и не будешь вызывать грузчиков. Короче, он приехал на минивэне. Мы загрузили все эти вещи. Особенно вот эту лампу огромную, длинную, которая классная. Она стоит, но она не смогла разобраться, потому что нет подходящей шестигранной отвертки. И пришлось ее ввести целиком. Короче, мы загрузили вещи в вэн. Потом мы еще какое-то количество вещей взяли с собой. Поехали заселяться вот в эту квартиру, там, на передачу ключей, подписание каких-то финальных штук. Потом день, когда у тебя ничего нет, ты сидишь на полу и ешь что-то, что ты можешь съесть без вилки, ножа, и стула, и стола, потому что у тебя еще ничего нет. У тебя квартира реально, у тебя просто стены и пол. Ну, кухня встроенная, но у тебя ничего нет, то есть даже кухонной утвари у тебя нет. Вот, ну а вечером он притащил вещи, еще все вот эти вещи надо было перетащить с гаража до лифта и из лифта в квартиру. Короче, это был ужасно сложный день, и в первые вот эта лампа. Вот это очень красивый вид из окна, но на другую сторону. Вот такой. Вот ты сидишь на коврике, и у тебя есть кружка, и ты пьешь чай и ешь что-то. Это я не помню, о чем я сидел. Ну ладно, один стул. Был один стул, который получилось забрать с мусорки. Он был, кажется, от какого-то маляра, потому что там были кусочки краски, и сейчас этот стул выполняет такую техническую роль, то есть когда нужно встать куда-то в обуви, то он выполняет свою функцию. Ну вот, и первую ночь ты спишь первые 2 недели ты спишь на надувном матрасе, потому что матрас полноценный еще не приехал. Короче, очень веселый был день. Ну, еще там нужно было что-то... Там было сложно. Надо было ключи передать. Потом эту квартиру еще надо было просто отдраить полностью, потому что, ну, она вот какая была на момент просмотра, она такая и осталась. То есть по ней ходили люди в обуви. Ее, конечно, наверное, за какое-то время до сдачи там был точно клининг, потому что было видно, короче, что чистка была, но уже успело налететь достаточное количество пыли и людей. И, короче, еще в этот же день, когда ты перевозишь все, тащишь миллиард вещей в минивэн, едешь в одно место, в другое, вот этот весь трэш с заселением, потом выгруз вещей из минивэна, и ты еще в середине где-то моешь эту квартиру полностью. Короче, этот день надо было просто пережить. Но, ну вот, получилось. Так, что дальше? История какая? Сейчас, может, фоточки полистаю, потом будет история. Ну, а потом ты начинаешь перевозить вещи в эту квартиру по-амстердамски. А по-амстердамски это значит, что у тебя есть велосипед с корзиной, и ты все кладешь в корзину велосипеда, потому что, опять же, какой у тебя выбор? То есть любая доставка здесь скорее на больших масштабах. То есть это чтобы вот приехал человек в грузовике,
чтобы он забрал все твои вещи или что-то там, кровать, и привез ее. То есть, конечно, в каких-то случаях это приходится делать. Ты не будешь везти матрас или кровать на велосипеде, но в большинстве ситуаций ты просто тащишь вещи на велосипеде, и это ощущается как прикольный experience. И каждый раз сложность увеличивается, я буду это показывать. Но вот это тогда мне это казалось чем-то вот сложным, но сейчас я понимаю, что это прям минимальная сложность перевести вот эту строительную тележку из магазина домой. Но она была разобранная в коробке, но тоже, по сути, если ты не умеешь управлять велосипедом одной рукой, то надо учиться, потому что ты обычно придерживаешь что-то и одновременно едешь на велосипеде. Вот такой вид. Вот, это Pride Parade. Вид из окна. Тут еще баскетбольное поле. Следующая вещь, которую я перевозил, это вешалка. Ну, тоже, это было прям далеко. То есть 25 минут на велосипеде. И я не знал, поместится ли вешалка, но она, к счастью, разбиралась. И у нее была такая длинная палка. Палку пришлось засунуть в рюкзак, чтобы она торчала. Остальное пришлось положить в корзину, там как-то придерживать, чтобы оно не вываливалось. И еще 25 минут вести на велике. Ну, тоже прикольно. Следующий уровень сложности. Блин, про Pride не было слышно. Блин, значит, что напрямую звук передается. Я пофикшу это в следующий раз. Но я просто сказал, что там людям было весело. Вот матрас — это единственное, что мы договорились не забирать с мусорки на всякий случай. Ну, то есть, короче, есть все-таки какой-то предел, и матрас в мусорке — это было бы too much. А вот стол. Вот я купил самореза и собрал стол. Это прикольно, потому что ты можешь собрать вещи, и ты ощущаешь, как ты создал какую-то ценность. У тебя были какие-то просто предметы, которые лежали на мусорке. Тебе понадобилось приложить какое-то количество усилий, посмотреть размер, поехать в магазин, купить шурупы, саморезы и собрать стол. Когда у тебя нет никакой инструкции, а ты просто делаешь это как знаешь, у тебя получается обеденный стол. Вот так выглядит вид из окна в дождливые дни. А это вот, кстати, купон из супермаркета, который тебе выдается, когда ты сдаешь бутылку. Ой. Короче. Когда ты въезжаешь в квартиру, ты сам себе организовываешь всякие, ну как называется, ЖКХ вещи. Ты сам выбираешь себе провайдера электричества, и здесь рынок провайдеров электричества либерализован, ты можешь выбрать себе любого, и к тебе придут, подключат конкретно твою квартиру. Ты сам заключаешь договор с компанией водоснабжения. Она здесь одна, она централизованная, но ты должен сам все это сделать, сам зарегистрироваться. Ну, тоже ты берешь на себя ответственность. И ты должен сам себе сделать интернет. И здесь в чем интересная штука была? Есть два основных провайдера, которые ведут в этот дом: Ziggo и KPN. И прикол в том, что я выбрал изначально Ziggo, потому что у меня мобильный интернет от Vodafone, а это какие-то там соседские компании, и у них есть выгодные условия друг для друга. И когда я уже заказал от них, подключил контракт и заказал пакет, я узнал, что они умеют поставлять интернет только по коаксиалке, не по телефонному проводу, не знаю, как точно называется, и типа это медленнее, и у тебя хуже работает одновременное скачивание и отдача, хоть и гигабитный, и я начал читать отзывы, и я увидел, что, ну, типа, люди пишут, что иногда работает с просадками и все такое. А у KPN есть оптика, и про нее хорошие отзывы. И
Хорошая новость в том, что ты здесь можешь в течение 14 дней по закону отменить любой контракт, и так я и сделал. Я сказал, типа, пока, значит, я не хочу себе коаксиалку, подключил KPN. Но здесь есть проблема, две проблемы разной сложности. Первая проблема заключается в том, что корень к обоим проблемам в том, что оптический терминал, к которому проводится оптика и от которого ты уже сам тянешь эзернетовский кабель, он находится за пределами квартиры. У тебя на этаже, на лестничной клетке есть такие шкафчики, в них находятся все счетчики, и в них же проведена до них только оптика. И здесь есть две проблемы. Первая — это то, что для работы оптического терминала нужна электросеть, а там есть электросеть, но нет розетки. Видимо, до этого в этой квартире никто не пользовался еще оптикой. То есть она там проведена, но не работает еще, по сути, не настроена до конца. Ну и вторая проблема — это то, что тебе нужно непосредственно, у тебя ж модем не будет стоять вон там, в коробке, потому что он не добивает. Тебе нужно непосредственно провести кабель внутрь квартиры. И я начал изучать вопрос, и первая проблема решается достаточно просто. Ты вызываешь мастера, который приходит, и так как ты не можешь, считается, что ты не можешь сделать эту работу самостоятельно, мастер тебе бесплатно устанавливает розетку в твою электросеть, там, где счетчики. И ура, оптический терминал работает. Там была интересная история, по-моему, вот единственный раз за все время проживания я столкнулся с языковым барьером, с тем, что человек в суппорте плохо говорит по-английски. Я решил, что будет некрасивым, он не обязан говорить по-английски, будет некрасивым, сливаться, и мы провели 45-минутный разговор, где я рассказал, что мне нужно, и мне вызвали все-таки мастера. А вторая проблема... я спросил у мастера, а вот это вот, протяжка кабеля, это считается дополнительной работой? Я ж не могу это сделать? И он такой, нет, это не входит в пакет, нужно будет за это платить. И я такой, нет, я буду делать это сам. И я думаю, что одновременный мой дар и мое проклятие меня как личности заключается в том, что я автоматически предполагаю, что я могу что-то сделать, если я фундаментально понимаю, как это сделать. То есть, протяжка кабеля. У тебя есть труба, которая идет из этого места шкафчика в квартиру. У тебя торчит из нее проволока. Цепляешь кабель, тянешь проволоку с обратной стороны вот здесь, и у тебя кабель тянется. То есть, физически понятно все, как работает. Но здесь есть две проблемы. Почему я сказал две? Не знаю, сколько проблем. Короче, во-первых, я купил кабель. Я такой, мне нужен, конечно же, изолированный FTP кабель, shielded, SFTP, короче. Он толще, он надежнее, у него интерференция с электросетью не возникает. Я такой, конечно же, мне нужен лучший кабель, но он толще. И во-вторых, у тебя же кабель, он продается сразу с Ethernet наконечниками, конкретно вот этот. И я почему-то даже не подумал, что протягивать кабель вместе с наконечником может быть плохой идеей. Может быть, я думал, что там больше места, чем там на самом деле есть. Но я такой, я закрепил прям вот этот наконечник, привязал его к проволоке, залепил это еще скотчем, чтобы случайно не отвалилось, и начал тянуть. И, конечно же, этот наконечник в каком-то месте застрял. И... я понимаю, что у меня не было особо выбора, я ж не знал, как надо правильно делать, и я бы не стал его отрезать, вот этот наконечник, протягивать, а потом как-то заново обжимать, это как это вообще делается, я не знаю. Короче, на тот момент я сделал максимум из того, что я смог. Короче, у меня застрял кабель. Мне было очень грустно, потому что я пытался тянуть его с этой стороны, с которой я его... вот здесь, есть выход этого кабеля. Я начал тянуть его с этой стороны. Мне не получилось. Я начал тянуть его обратно с той стороны, и это тоже не получилось, потому что вот эта оплетка, она не очень гладкая. И она тоже... Там слишком большое трение, чтобы я мог вытянуть его обратно.
Короче, я решил, что утро вечера мудренее. Это было вечером. Я проснулся утром, пришел на следующий день из офиса. Такой, ну ладно, пробую еще раз. Сначала я потянул вот это с той стороны, где шкафчик, кабель, и в этот момент он оборвался намертво. То есть все, буквально остался кабель в начале трубы. Я такой, ну ладно, у меня есть последний шанс вытащить этот кабель, то есть с этой стороны, то есть все-таки его как-то дотянуть. А там вот это место, где он выходит, оно находится достаточно низко, и, по сути, тебе нужно кабель тянуть вниз, потому что труба... сейчас я не знаю, видно или нет. Сейчас я покажу. Не видно. Ну, короче, труба идет вертикально, и нужно взять вот эту проволоку и с силой вот так потянуть вниз. И я начинаю тянуть, и вроде бы что-то начинает получаться. То есть я чувствую, что какое-то движение есть. Я чувствую, что изоляция как будто начинает немножко ездить, то есть как будто начинает натягиваться сама изоляция, не совсем изоляция, там проволока обернута в тоже такой маленький резиновый слой. И вот проволока начинает, как будто у нее этот резиновый слой начинает немножко отваливаться, но я такой, у меня нет выбора. Единственный, я не могу протолкнуть эту проволоку назад. Единственный вариант, который я могу продолжать делать, это тянуть. И я стою, вот здесь у меня, сейчас покажу, здесь у меня подоконник. И я стою вот так, тяну этот кабель вниз со всей силы, просто уже со всей силы. В какой-то момент изоляция рвется, и я по инерции лечу носом в подоконник и врезаюсь в него изо всей силы. И у меня начинает, у меня в руках кусок кабеля, у меня начинает хлестать кровь, я бегу останавливать эту кровь. Это ощущалось просто невероятно комично, и обидно, и смешно, и с другой стороны, у тебя ощущение, что, ну все, ну ты проиграл, то есть эту битву с кабелем ты проиграл. Ну и остался второй вариант. Ну, через несколько дней я решил, что делать-то все равно что-то нужно. А здесь есть телефонный кабель, который мастер сказал, что можно заменить. Ну, я такой, ну, лучше там проволоку потянуть, чем телефонный кабель. Но во второй раз я подготовился. Я посмотрел видос чувака, как он разрезает обшивку, как он скрепляет кабели между собой. Я заказал новый кабель подлиннее, без дополнительной изоляции, поэтому он тоньше. Я купил смазку для протяжки проводов. Я обрезал концы кабелей, зафиксировал их как, не знаю, как леску рыболовную. И вдвоем мы сделали это. С одной стороны надо было тянуть, с другой стороны я заталкивал этот провод в трубу в шкафчике, смазкой его подмазывая постоянно. И еще я купил себе наконечники, потому что, тот кабель продавался уже... Я второй раз решил не тянуть кабель с коннектором, поэтому я отрезал коннектор. У меня был другой коннектор, который обжимался без кримпера. То есть там было очень неудобно, но ты засовываешь 8 проводков в 8 пазов и просто сильно надавливаешь и скрепляешь, и у тебя обжимка без инструмента. И оно сработало, и этот челлендж был выполнен, и теперь у меня дома оптика и очень быстрый интернет. И глобально я очень рад, что я все-таки допинал эту историю, что я не сдался. В моменте было очень обидно, когда я потерял кабель в стене. Но я такой, если за 25 лет, что этот дом стоит, никто не протянул сюда кабель, то, может быть, не так было и нужно. Зато теперь вот тянется хороший кабель категории 6 и очень быстрый гигабитный интернет в квартире. Вот такая вот история. Это что-то возле дома. Видно дом, в котором я живу. Вот это еще до протяжки кабеля, то есть когда мастер поставил все в трубу. Это я... это я тяну кабель, это я пытаюсь понять, что там вообще застряло, в каком моменте, в каком месте. Вот эта черная проволока.
Это была первая история. Вторая история происходила в то же время. В ванне есть... нет розетки, но есть место, куда ее нужно устанавливать. И опять же, я такой, как бы это же розетка. Я знаю, тут это не rocket science. У тебя есть провода, фаза 0 земля, надо отключить, потыкать индикаторной отверткой, отключить, установить розетку, засунуть обратно, включить. Я купил розетку, я купил индикаторную отвертку, потому что техника безопасности. В один день я отключил электричество, полез смотреть, что там. Там еще были пластиковые наконечники на проводах. Я их просто сломал, потому что они, видимо, какой-то там 20-летней давности. Из них невозможно было ничего вытащить. И, во-первых, интересно, что подрозетник немножко сместился относительно дырки, которая была в стене, выпилена в плитке. Видимо, просто за 20 лет какое-то смещение, и пришлось еще, воспользовавшись отверткой в качестве стамески, если это же так называется, и молотка, еще немножко сбить плитки, я начал устанавливать розетку и понял, что вот эти винты, которые сюда вкручиваются, их нигде нет. То есть они поставляются, они где-то были, может быть, когда-то, но сейчас их нет. Мне пришлось все обратно надевать наконечники на провода, чтобы можно было включить свет, пока я поеду в магазин, куплю себе новые винты, я приезжаю, я, закручиваю винты, устанавливаю розетку, включаю, все работает, и в этот момент я такой, а есть ли вероятность, что розетка, которая находится в ванной, должна быть с водоизоляцией? И погуглив, оказалось, что такой шанс действительно есть. И что не очень хорошо, чтобы у тебя была розетка обычная розетка комнатная, там, где у тебя находится вода. И я такой, да, что-то я не подумал. Короче, я вытащил эту розетку. Я перестраховался, я вытащил эту розетку. И я засунул обратно провода в наконечник. То есть я разобрал полностью до нуля, закрыл обратно заглушкой, не нашел в магазине нужной розетки, заказал ее онлайн, через несколько дней на следующий день она пришла, и я повторил все то же самое заново, и вот тогда у меня появилась розетка в ванной. Короче, это ощущается как прогресс, потому что ты постепенно думаешь про больше и больше вещей, и вот такая простая вещь, как установка розетки, может многому чему научить. Опять же, я никогда не устанавливал розетку. Ну ладно, я на уроке ОБЖ в школе устанавливал розетку, и это все. Так что научился. Вот, розетка. Так, что, я почитаю комменты. Здесь на самом деле не очень много осталось. Я не хочу затягивать, не хочу как китайский стрим делать на 2 часа. Я думаю, еще минут 20 и расходимся. Так, расскажу подробнее про офис. У меня есть пост в канале. Его можно найти по ключевым словам, где я работаю. Я там подробно расписал, где я работаю. У нас классный офис в центре Амстердама. Так, зачем такая большая квартира? Потому что это комфортно. Потому что классно, когда у тебя в квартире можно сделать много пространств и так комфортнее. Это не то, чтобы прямо без этого нельзя жить, но когда у тебя возникает предложение большой квартиры по цене маленькой, то почему бы и нет. Так, хорошо. Вот это, собственно, способ скрутки. Там нужно было жилки развернуть, их скрутить по парам, потом пары скрутить в четверные жилки, соединить 2 кабеля и тянуть. Вот. Так, вот это момент, да, обжимки и момент, когда интернет заработал. Это вот первый месяц того, когда уже появился нормальный матрас, но не было еще кровати, моя комната выглядела вот так. Вот еще красивые фоточки района. Есть такая школа прикольная.
На закаты просто фантастические. Если небо чистое, то очень красиво. Следующий этап. Я перевозил стол. Я купил стол у чувака. И было видно, что этот стол, он прямо такой... Вот этот стол, на котором стоит ноут, он очень кустарный. То есть видно, что он собран из каких-то других частей. Потому что, когда я его собирал, как-то что-то странное, что-то немножко не совпадало, куда-то не попадало, какие-то лишние отверстия в каркасе. То есть было видно, что этот чувак стол собрал с чего было, но он классный. И я приехал его забирать, и это было в месте, которое называется Central Market, Food Market, что-то такое. Короче, это когда-то был рынок большой, а сейчас это типа огромного дома быта, разделенного на офисы. И я приехал, меня встретил какой-то знакомый этого чувака, такой молодой пакистанец, мы с ним общались, пока я разбирал стол. Здесь вот такое очень прикольное пространство, это соседний какой-то был офис. Но, опять же, я не знал, как вести стол. Я такой, ну приеду, посмотрим. Это вот этот маркет. Стол выглядел... Ну ладно, чтобы был понятен размер стола. Ну вот, типа стол нормального размера. 120, наверное, на 60. И я его разобрал. И, по сути, получилось сделать так, что у тебя ножки и другие части помещаются в рюкзак. Они торчат из этого рюкзака, но помещаются. Я их скрепил скотчем. Самая большая палка выступает, ну, где-то на 50 сантиметров от моего роста. И есть еще огромная столешница, которую ты несешь в руке. И я такой, ну, в принципе, я могу это перевести пешком. Ну, типа, я запарюсь. Я понял, что я не смогу это перевести на велике. Я оставил велик. Я такой, ну, перенесу пешком. А потом я такой посмотрел, а здесь же есть автобусная остановка. Может быть, можно его на автобусе перевести? Я погуглил, что нет вроде запрета, что надо спросить у водителя, можно ли там что-то крупногабаритное перевозить. И подъезжает автобус, я спрашиваю, типа, можно с вот этим? А у меня палка торчит реально на полметра от меня. Он такой, ну, типа, окей, заходи. И я еще со столешницей в руке. И я начинаю заходить, я приседаю, чтобы палка не задела верхнюю раму автобуса, она что-то там задевает. Мне просто ужасно неловко, потому что я с вот этой конструкцией сзади меня захожу в автобус, на меня все смотрят, у меня столешница. Он еще спрашивает тебя, сколько ехать, он несколько раз на голландском спрашивает, куда мне. Я не могу ответить, потому что я не понимаю, что он спрашивает. И, короче, я в какой-то момент просто, типа, там, как-то сажусь на пол, у меня все падает, мне кто-то там помогает держать эту столешницу. Короче, было ужасно неудобно, ужасно стыдно, но я проехал 2 остановки и донес этот стол до дома. Ну, такой тоже опыт. Вот, у меня есть даже фотка этого стола. Прекрасно. Броди Харинг. Вот еще один элемент мебели — это комод, который тоже мы забрали с рук. И была идея, вот он стоит на этой тележке, была идея его на трамвае перевести, потому что это ж не велосипед, и он не очень много занимает места. Ну он в 2 раза меньше, чем этот стол. Поэтому, по идее, можно его в общественном транспорте. И мы заходим в трамвай, с ним перетаскиваем тележку, и по громкой связи водитель говорит, типа, вы не можете сюда с этой тележкой. И пришлось выйти и перевозить его на велосипеде. Но в этот раз, на велосипеде не получилось ехать, то есть это работает так, что он у тебя стоит на корзинке, ты просто его с собой волочишь, час, наверное, потому что от того места было час идти. Но в целом ты чувствуешь, что это очень амстердамский экспириенс. Тоже на тебя все смотрят. Вот. Тоже вид из окна. Это на следующий день. Просто на мусорке лежали 2 просто невероятно красивых резных стула деревянных. Вы посмотрите на вот эти элементы, на эти набалдашники. И, конечно же, надо было забрать эти стулья.
и я их поставил на корзину, они у меня начали падать. Я сначала думал, ну, может быть, я даже смогу поехать на этом велосипеде. Я один раз не смог, я завалился, у меня упали стулья, мне прохожий помог затащить эти стулья обратно ко мне на велосипед. Я второй раз чуть не уронил стулья, прохожий что-то там еще помог, и я их дотащил до дома. Вот, очень просто классные, красивые стулья, они вот на кухне теперь стоят. Вот, это... Здесь, короче, есть... Каждые 5 лет проходит фестиваль Sail, когда в бухту Эй, которая делит Амстердам на 2 части, приезжают корабли со всего мира, и очень много корабликов. И вот сейчас будет очень громко, и я сначала расскажу, почему. Нет, сначала я покажу видео. Короче, я не знал, что это произойдет. Я пришел поснимать кораблики, вот эти. И тут я снимаю видос, и я вижу, что летят вертолеты, я начинаю снимать вертолеты, и я слышу, что летят истребители. И они проносятся прямо над головой, и видео этого не передает, но это было просто пиздец как громко. И мне потом чуваки в офисе сказали, что там стекла дорожали. То есть был такой гул, что стало немножко даже страшно, потому что очень громко пролетели истребители, и, наверное, было неожиданно, что они пролетят, в принципе, потому что я пришел на корабли смотреть, а тут прям какой-то военный парад. Ну вот, прикольный эпизод. Ну вот такая просто невероятная красота иногда из окна. А вот это у нас есть домовая кошка. Она здесь живет рядом с домом. Ну, ее, видимо, здесь кто-то кормит. Ну, наверное, это чья-то кошка, но она живет обычно возле подъезда. Вот. Ну, это вы уже знаете, что такое. Вот такое еще иногда показывают. Вот, последний эпизод из шоу «Перевозим город на велосипеде» — это предпоследний. Это компьютерное кресло. Да, угадайте что? Я решил забирать его на велосипеде. Ехать на велосипеде тоже где-то 25 минут. Я приехал, забрал вот этот Маркус, и я понял, что я недооценил его вес, массу. Я думал, я правильно оценил его размеры, но он оказался намного тяжелее, чем я предполагал, и мне не получилось перетащить его, ну, как бы, на велосипеде, ну, как ездой, как это по-русски. Поэтому его тоже пришлось тащить 1,5 часа до дома, и у тебя постоянно что-то сваливается, он еще еле как тащился, очень неудобно, там руки болели, и на тебя все смотрят тоже. Но еще один, ну, как бы, мне посылают самые тяжелые испытания, каждый раз все тяжелее и тяжелее, и тебя это учат, как бы, каким-то стоическим вещам. Вот я везу компьютерное кресло. И вот оно. Это эпизод, когда я купил себе велосипед. Я поехал в магазин, где продают секонд-хенд велосипеды, и мне чувак сначала показал несколько таких велосипедов, а потом он такой: смотри, ну ладно, если тебе это не нравится, смотри, что у нас есть. Есть велосипед от фирмы «Газель». Это известная голландская фирма, которая производит хорошие велосипеды. И он такой: ну вот, типа, готов тебе его отдать сейчас прям. Вот если ты прям сейчас его возьмешь, то готов тебе отдать его за 250 евро. Я проехался на нем, я такой, ну вроде норм. Но я говорю ему, я научился тому, что я никогда не принимаю решение прямо сейчас. Вот какое бы оно ни было, вот мне всегда нужно время, чтобы принять решение. Я говорю, ну вот если завтра я приеду его забирать, если он еще будет, то отдадите мне его за 250? Он такой, ну да, завтра отдам. Я поехал в кофейню и такой, мне понадобилось меньше времени. Я всегда называю времени с запасом. Мне понадобилось где-то час, чтобы оценить все. Это велосипед там с 2 ручными тормозами, с передачами, хороший.
И очень красивый. Мне очень нравится, что он выглядит как велосипед просто главного голландского героя, потому что он классного цвета, у него крыло с голландским флагом, он достаточно стильный, и я такой, ну, хороший дел, надо брать. И я приехал и купил этот велик в тот же день. Короче, теперь у меня вот такой красивый велосипед. Я там еще однажды открутил у него случайно руль, слишком сильно, и мне пришлось ехать в сервис, чтобы мне вытащили болт специальным инструментом. Не болт, а клин вытащили, который провалился внутрь велика. Ну, тоже эпизод, когда ты учишься на своих ошибках. Вот. Следующая история. Очень классная. Я получил местные права, я обменял российские права, и я решил затестить сервис по прокату мопедов электрических. Я никогда не ездил на мопеде, но я посмотрел, что вроде бы это достаточно просто, и я арендовал себе мопед. Я проехался на нем где-то полчасика в первый раз, и мне понравилось. Это, кстати, было все в один день. Получение прав, покупка велосипеда и первый раз проехался на мопеде арендованном. Понравилось. И я решил в следующий раз тоже поехать на мопеде, куда-то мне было нужно. И я взял себе мопед. Я построил себе маршрут в Google Maps. Мне нужно было не очень далеко, ну, типа 10 минут на мопеде. И я сел на мопед уже более уверенно. И здесь важно сказать, что здесь нет ни одного хорошего способа построить маршрут исключительно для мопедов. Потому что есть маршрут для автомобилей, есть маршрут для велосипедов. Но мопеды здесь ездят с вот такими желтыми знаками, они ездят по дорогам для автомобилей. Поэтому я всегда строил маршрут для автомобилей. Короче, я поехал по этому маршруту. Спокойно. Я поворачиваю на какую-то улицу. Я вот могу в этот момент, кстати, может быть, я открою карту. Сейчас. Во, у меня есть карта. И я поехал на этом мопеде где-то вот здесь, и я подъезжаю к вот этому перекрестку, вижу, слева едет скорая, она без мигалок, но я все равно уступаю скорой, нам обоим налево. Мы ждем, загорается зеленый свет, и мы поворачиваем вот сюда, вот в это место. Скорая передо мной, я поворачиваю, все нормально, еду дальше. И вдруг я вижу, что скорая становится на... Здесь две полосы, вот здесь. Скорая становится на аварийку. И я такой, ну, не знаю, слева объеду, перестраиваюсь в левую полосу, опережаю скорую. И вижу, что чувак мне машет рукой, типа, остановись. И я останавливаюсь перед скорой. Я думаю, что сейчас будет происходить. Но он не будет у меня проверять права. Это же не полиция. Я не знаю, что думать. Я останавливаюсь перед машиной скорой, уже перед. Выходит чувак и говорит мне, это автомагистраль, тебе нельзя сюда на мопеде. А я же строил маршрут для автомобилей, и я не знал, что сюда... И мне просто построила маршрут сюда, и я выехал сюда. И я такой, да, действительно неприятная ситуация произошла. Он такой, ну ты построил маршрут для автомобилей, поэтому тебя сюда завело. И я такой, окей, сэр, какой лучший способ выбраться из этой ситуации? И он такой, ну смотри, сейчас ты поедешь медленно, я за тобой буду ехать медленно, тебя защищать. Вот здесь в какой-то момент будет светофор, здесь повернешь направо, съедешь с автомагистрали. И я сажусь на мопед, еду 15 км в час, а сзади за мной меня эскортит скорая, едет тоже со скоростью 15 км в час, я просто еду такой, типа, что происходит? Я поворачиваю, мы доезжаем до этого места, он такой, тебе здесь направо, я дальше поеду, я говорю ему, типа, спасибо большое, типа, простите, значит, дурака. Он говорит, кстати, у тебя колесо спущено, я такой, бывает. И очень прикольная история, потому что самое главное, что здесь произошло, это то, что я ожидал наказания. Я мог ожидать, что он такой, когда он сказал, тебе сюда нельзя.
И я подумал, что он сейчас такой: я вызываю полицию, и тебе сейчас будет штраф. А вместо этого он позаботился не о том, чтобы меня наказать, а о том, чтобы создать безопасную ситуацию. Потому что это автомагистраль, ну, там было ограничение в 80, это все еще достаточно много, и он именно обеспечил мою безопасность. То есть он не сказал тебе нельзя и уехал. Он сказал, типа, сейчас тебя провожу до места, где съезд автомагистрали. Короче, очень приятная ситуация взаимодействия. И прикольная история. Так. Ну это еще в первый день. Просто поставил камеру и ехал. Да, прикольно. Велосипед. Я еле отдер эти наклейки. И, кстати, я себе распечатал новые наклейки. Я хотел это несколько лет. И вот теперь у меня есть наклейки с моим старым логотипом. И еще там есть стикеры с логотипом... С логотипом сетки. Короче, я хочу помыть свой велик и наклеить на него эти наклеечки. Это все фотки велосипеда. Это я ухо проколол. Казалось не таким страшным и судьбоносным решением, как мне казалось до этого. Это я последнее время каждую пятницу ухожу в очень приятную и уютную кофейню, где можно с ноутбуками по рабочим дням, и пью там кофе, и ем лимонный ягодный лимонник. Это тоже местная кухня. Здесь есть еще вот такое блюдо. Это называется киблинг. Это белая рыба в кляре и в специях. Это достаточно жирно и достаточно вкусно. Вот такой вид из окна. И такой бывает. А иногда ты просыпаешься, ты не знаешь, чего ожидать от взгляда в окно. То есть ты просыпаешься, и иногда у тебя вот такое. И ты такой: вау. Ну это прям просто нереально красиво, когда ты просыпаешься, выглядываешь в окно, и у тебя вот такое. Или вот был ветреный день, и пасмурные, и очень красивые барашки были на озере. Просто невероятно красиво и с точки зрения природы, и с точки зрения города, и это все накладывается, и ты прямо не веришь, что это реально. Вот еще чуть мусорок. Ну да, сковородки тоже с мусорки, и кастрюли, надо их помыть, и вот есть прекрасные кастрюли, пользуюсь ими. Вот это последняя вещь, которую я тащил на велосипеде, это икеевское кресло с подушкой. Подушку пришлось постирать, но она не пахла, она просто была грязная. И это, к счастью, было вообще недалеко от дома, поэтому это уже легкая сложность считается после перевоза стола. Вот, это я как-то, когда я купил себе мартинсы, я оделся во все черное и пошел ночью по городу. В какой-то момент я понял, что мне нужно включить тему из Терминатора в наушниках и смотреть с невозмутимым лицом в глаза прохожим и быть в солнцезащитных очках ночью. Мне понравилось, было очень вайбово. Да. Или вот я вот катаюсь на велосипеде. Ну вот сейчас осень, очень красиво. Вот сейчас еще более желтый. Это прямо невероятный визуальный кайф. А вот наклеечки. Ну что, завершающая история на сегодня. Она завершает и сегодняшний стрим, и важную эпоху переезда, потому что оставалась последняя единица мебели, которую нужно было перевести. Купить и перевести. Это диван. И я долго искал диван на second-hand marketplace. И наконец-таки нашелся диван, который прям подходит, и его хозяин ответил мне, и мы договорились, что я заберу этот диван. И опять же возникла проблема, как его перевозить. Стало понятно, что
Ну, это уже точно на велосипеде никак. Ты не перевезешь ни ездой, ни верхом, не волоча его рядом. Это уже следующий уровень. Но и как-то организовывать доставку не очень хочется. Я такой, ну ладно. Кажется, к этому моменту я один раз позанимался с автоинструктором в городе на простом легковом автомобиле. Он сказал, в принципе, что все нормально, просто правила подучи местные, и все ок. Я подучил правила, там есть значительная разница кое-где. И я такой, ну все, теперь я готов. Главное, что я нашел сервис, который позволяет тебе взять машину в прокат надолго, не очень дорого, то есть 4 евро в час. Это вообще недорого для Нидерландов. И самое главное, что тебе не нужно где-то куда-то ехать на какой-то склад и забирать этот автомобиль и его обратно потом везти, а есть прямо стоянки в городе, которые зарезервированы этим сервисом, и ты просто берешь машину с одного места и туда же ее возвращаешь. И я решил, что было очень тревожно, потому что я второй раз вожу в этой стране, первый раз с автомобилем, ну, понятно, что это не прям вэн, ну, типа Ларгуса, но все равно отличия чувствуются, и надо еще купить диван, перетащить диван и довести, и потом довести обратно, и первый раз без инструктора. А у меня вообще опыта вождения не очень много. То есть я с момента прав, я сам ездил, наверное, раз 5. Поэтому у меня в целом еще повышенная тревожность по этому поводу. Короче, здесь очень помогло, что именно в этот момент в Амстердам приехал мой старший брат, и я попросил его помочь. И мы поехали в этот день, забрали диван. Во-первых, его нужно было тащить по классической огромной, ну, в смысле, высокой и узкой амстердамской лестнице. Это было то еще, как бы, шит-шоу. Тоже было тяжело и сложно. Вытащили все, диван полностью, подушки. А потом встал вопрос, как эту машину, она не очень далеко была, но нужно было найти стоянку, куда ее подогнать. То есть сначала мы ждали, пока уедет какая-то машина, потом машины все не уезжали. Мы договорились, что брат встанет просто вот так стоять на парковочном месте, и пока не приедет полиция, либо я, кто первый, и я пошел в машину. Я немножко освоился там и поехал. Надо было 2 раза развернуться и приехать на эту стоянку. Потом он еще помогал парковаться, потому что, опять же, новая машина, никак не можешь прочувствовать габариты. И там, как парковаться задом. И оказалось, что диван туда не помещается по длине. То есть после всего этого напряженного для меня взаимодействия я там еще не заглох, но я там еще тупанул на светофоре. И все непривычно, и страшно. Но делать-то нечего, надо везти. И оказалось, что диван не помещается по длине. И я начал гуглить, что с этим делать. И оказалось, я знал это, я уточнил, что по местным правилам, в принципе, груз может у тебя, если он закреплен, свисать с конца машины не больше, чем на метр. А там диван свисал, на 50 сантиметров. И там еще проходил мимо этот продавец этого дивана, и он сказал, что вот там есть магазин, можете купить веревку и закрепить там. Я пошел в магазин, купил веревку. Вот эти подушки, кстати, вот все вот это, диван и подушки, оно просто как тетрис легло идеально в кузов. То есть там пришлось место очень эффективно использовать. Легло как тетрис, абсолютно последняя подушка, она просто зашла как последний кусочек тетрис-фигуры. Но все это на 50 сантиметров из конца машины свисало. И я купил веревки. В принципе, веревки были скорее для того, чтобы полиция не придралась, потому что так бы он не вывалился. Но все равно мы очень надежно закрепили веревками. Еще я купил вторую, вот этой сеткой, еще я купил вторую веревку, которая
которая соединяла двери, чтобы они не болтались, и повезли диван. И довезли достаточно неплохо диван, разгрузили и поехали обратно. Короче, может быть, это звучит не супер эпично, но в моменте это ощущалось просто как какой-то подвиг, потому что было очень страшно, напряженно, что-то не получается, и ты постоянно выдумываешь решения, чтобы что-то получилось. И в конце концов все получилось. И я рад, что вот теперь есть диван. Ну что ж. Последняя история. Про MacBook не рассказал. Короче, я купил себе новый... Сейчас, секунду. Я купил себе новый рюкзак. И у этого рюкзака отделение для ноутбука не внутри находится, а снаружи. И оно закрывается отдельным zip-локером, если можно так сказать. И я в голове представлял, я думал о том, что когда-то я забуду это сделать, когда-то эта система даст сбой, и я представлял, как я забуду закрыть с ноутбуком внутри, и как я буду ехать на велосипеде, и мой ноутбук упадет на велодорожку, и его просто передавит другим велосипедом, и мне было страшно, но это не уберегло меня. И в один момент я забыл закрыть, конечно же, это отделение. И, к счастью, это произошло не на улице, а в велосипедном складе под нашим офисом. И он немножко деформировался. То есть у него деформировался корпус, и у него немножко повредился экран. И на нем образовалось белое такое светлое пятно. Это было не то чтобы критично для работы, но у нас ноуты покрыты Apple Care Plus, и я такой, это инструмент, за которым я работаю большую часть времени и вообще провожу большую часть бодрствования, и, значит, мне должно быть комфортно. И я пошел, отвез его в сервис. То есть эта история не очень драматичная, но мне понравилось в этой истории то, что я мог очень быстро принять решение, что мне кажется, что раньше я бы долго пережевывал прошлое и такой, почему я не закрыл отделение? Почему вот я, значит, не так сделал, как надо было бы? А вот если бы я как надо было бы сделал, он бы не выпал. И прикольно, что как будто я научился больше действовать просто исходя из текущей ситуации. И как, по-моему, Людвиг рассказывал, что военных летчиков учат что они постоянно принимают неправильные решения, и что их учат не рефлексировать над этим в моменте, а просто принимать следующее решение, и следующее, и следующее, и на каждом этапе принимать следующее важное решение. И я вот ощутил себя немножко таким летчиком, потому что я такой, расфигачил MacBook, это вводные данные. Типа, что ты теперь можешь сделать? Можешь отнести его в сервис, где, придется пожить неделю без ноутбука, пока его чинят. Но у тебя есть, свой домашний, который, конечно, не такой удобный, но потерпеть можно ради комфорта, и ты просто относишь, и тебе его чинят, и ты чувствуешь, что ты, как-то учишься быть чуть более реактивным и принимать решения чуть быстрее и чуть меньше горевать из-за разлитого молока или что-то такое. Все. Это была последняя история, друзья. Да, вообще последняя. Так, что еще? Если фотки, если хотите посмотреть более фронт, более красивые, приглядные фотки, не бытовые, а города, вот заходите в Instagram, подписывайтесь, там красивые фотки. Там и всякие техно-клубы, и всякие концерты, и всякие красивые фотки города. А этот стрим был очень бытовой. Я сейчас почитаю вопросы. Так.
К сожалению, я сейчас не смогу ответить на вопросы не по теме стрима, потому что я не хочу его слишком затягивать. Напишите в комментариях в Телеграме, и тогда я не забуду и отвечу на вопросы, которые не про Амстердам. Так. Расскажи, как тебе... Ну, аренда квартиры. Я не буду говорить сумму, но можно зайти на сайт funda.nl и посмотреть, ну, примерно сколько стоят в рынке такие квартиры. Расскажи, как тебе в целом Нидерланды для жизни и переезда. Я в какой-то момент понял, что это слишком персонально, что любое место для жизни — это слишком персональные ощущения, что я, наверное, сейчас могу сходу назвать 10 вещей, которые здесь устроены так, которые для другого человека будут чем-то неприемлемым. Ну, типа, ему будет некомфортно здесь жить. Ну, и, типа, вы слышали по стриму, есть достаточно большое количество различий между тем, как здесь и как у нас, которые где-то там более или менее удобные. И поэтому я не могу сказать в целом, наверное. Я могу сказать, что похоже, что глобально у этой страны система ценностей схожа с моей, тоже пока что, ну, на уровне ощущений, что часто я такой, ну, блин, ну вот если бы мне сказали спроектируй страну, то, наверное, я бы так и сделал. Ну, не во всех аспектах, но в каких-то бытовых, наверное, я такое чувствую. Наверное, да, здесь нужно понимать, что если вы переезжаете не в Нигерию, если это условно какие-то конвенциональные страны, в которые люди мигрируют в достаточно большом количестве, то, скорее всего, это страны, где, ну, на 90% все норм, но просто у разных людей есть разные персональные их там болевые точки или, наоборот, вещи, которые им нравятся, и в зависимости от того, насколько им важны те или иные штуки, им подходит какая-то страна. Ну, типа, кому-то, не знаю, кто-то не так сильно парится из-за времени, ну, типа, можно там переехать в Испанию. Я рассматривал переезд в Испанию. И как и здесь мне что-то не нравится, так и в Испании мне что-то бы не нравилось. Ну, короче, многокритериальная оптимизация. Чтобы сказать, хочу ли я жить здесь долго, нужно прожить еще сколько-то. Нужно, наверное, прожить хотя бы целый год, понять, какой местный климат во все сезоны, ну, просто чуть больше узнать, и тогда уже принимать дальнейшее решение. Ну все, это был последний вопрос. Спасибо большое, что посмотрели стрим. Пишите вопросы в комменты в Телеграме или мне в личку в Телеграме.